Друзья, приветствую вас на канале Алекс Титанов, посвященному созданию интересной жизни собственными своими вот этими вот мозолистыми руками. Все, текст закончился. Короче, только что я получил свой заказ. Аудиосистему фирмы Teufel, немецкой фирмы, четкой, офигенной фирмы. Все бы ничего, вроде бы радуйся, но, как обычно, что-то должно было пойти крив и вкось. И мне не прислали колонки, поэтому радость от покупки, получения новенькой аудиосистемы будет состоять из двух частей. Пока что я распакую эти две коробки. Вот они. Я их уже водрузил вот сюда вот на стол. Вот они. Но судя по размерам этих коробок, здесь нету колонок, потому что там каждая колонка по метру. Соответственно, должно быть еще две коробки. И это, конечно, подстава, потому что сейчас выходные, и я ни черта не смогу послушать без колонок. Здесь, скорее всего, ресивер и проигрыватель виниловых пластинок. Вот. В общем, свершилось, правда, еще пока не до конца, но свершилось уже. Они все равно придут, никуда не денутся. Просто это может быть завтра суббота, либо в понедельник, а у меня там вечерняя смена, надеюсь, они до 2 часов приедут. Жалко. В общем, свершилась все-таки, тем не менее, моя мечта слушать пластинки и CD-диски на нормальной технике, качественной, потому что я всю жизнь слушал на каком-то говнище, это всегда была какая-то старая хуйня. В детстве, в юности у меня был проигрыватель, который мне купили, проигрыватель Vega, по-моему, назывался 122C. Но не купили усилитель. И такие вот родители тогда мне посчитали: блин, да мы тебе проигрыватель купили, а он без встроенного усилителя был. Ведь что ты еще хочешь? Я такой: блин, так он не играет, тут ни колонок, ни усилителя просто. И вот так я слушал, подключая этот проигрыватель к бобинному магнитофону, через бобинный магнитофон, и он так тихо-тихо там играл, что надо было прислушиваться, что там. Вот так я слушал, потом я притащил какой-то старый патефон проигрыватель из деревни, привез его на поезде, он вот такой вот огромный, как ящик такой, я его привез, слушал на это. Потом был китайский двухкассетный магнитофон, потом еще маяк магнитофон, короче, всякая хуйня, блин. И вот наконец-то я обзавелся хорошей техникой. Это, конечно, не премиум класс, но сама фирма немецкая Teufel очень считается качественной, хорошей. Это, разумеется, не самые дорогие, что у нее есть там экземпляры. Это такой, ну, даже, наверное, начальный уровень, но для меня сойдет вот так вот. В общем, друзья, сегодня у нас какое? Сегодня у нас 1 марта 2024 года, очень знаменательно. Сегодня первый день весны, и с сегодняшнего дня, с 1 марта 2024 года, я начну вновь собирать виниловые пластинки и компакт-диски. У меня страсть вот просто даже не столько к прослушиванию, это тоже, разумеется, сколько к коллекционированию, поиску, покупке, радости каждому новому диску, каждой новой пластинке, где-то на фломарте, на барахолке найти, выторговать. В общем, вся вот эта вот движуха в коллекционировании, мне вот это вот очень нравится. Вот такая вот история, друзья. Ну и что, начинаем распаковку. Погнали. Водружаем нашу камеру. Так. Берем режик. И открываем. Это, скорее всего, проигрыватель, судя по размерам. Обычно, когда я покупаю какие-то новые вещи, я танцую смешной танец с
многого обладателя Made in Germany. TDA1. Крутяк. Это крутяк. Надеюсь, он уже все в сборе, и мне не надо будет ничего сейчас собирать. Что-то так не выглядит, что это все в сборе. Так, убираем коробку. Все очень надо делать осторожненько. Я с ромашками еще. Ты мой родненький. Вы спросите, при чем здесь виниловые пластинки, коллекционирование, CD до темы моего канала? Ага, заземление даже есть, все профессионально. А я вам отвечу, это и есть часть. Ух, нифига он тяжелый, блин, нифига себе. Чисто такой, знаете, такой штук прям стабильный, чтобы он не было лишних вибраций. А это что это? Крутяк! И он, кстати, полностью автоматический. Он просто надо нажать на кнопку старт или стоп. Или вот этот рычажок повернуть. И он сам выключится. То есть тон-арм сам подъедет к пластинке, к началу первого трека, и сам потом в завершении, когда закончатся все треки, отъедет обратно. Так вот, возвращаясь к теме, какая связь виниловых пластинок, коллекционирования с темой моего канала, самое непосредственное. Вот, то есть это как бы то, что можно диски коллекционировать. Это, конечно, не дешевое удовольствие, но и недорогое, я бы сказал. Ты можешь... Пластинки я покупал там по евро, по 5 за пластинку на фломарте, на блошином рынке. Диски, компакт-диски, они и того дешевле стоят. 2-3 евро, четкие компакт-диски. Вы возразите, наверное, что кому нахрен это надо. Если ты коллекционируешь, то ты получаешь от этого шпас, удовольствие от каждого нового приобретения, от каждой новой покупки, от прослушивания, от самого процесса, разглядывания, тактильного вот этого ощупывания картинки, разглядывания. В общем, это все делает жизнь разнообразнее и интереснее. Это часть как бы моего плана по созданию собственными руками интересной жизни, потому что хочется жить интересной жизнью. Собственно говоря, здесь больше рассказывать нечего, друзья. Да. И вот сегодня день, когда я снова займусь этим. У меня уже была попытка, я уже собирал одно время, коллекционировал виниловые пластинки и компакт-диски. Это длилось тогда, я не знаю, лет 5, наверное. Потом обстоятельства вынудили меня все это продать, потому что мне надо было купить какие-то колеса, какую-то машину, потому что сложные, тяжелые времена были. И мне тупо не на чем было добираться до работы, и я переехал, в общем, поменялась моя жизнь полностью. И мне надо было ребенка забирать каждые 2 недели на выходные, мне не на чем это было делать. И на работу ездить, мне тоже не на чем было это делать, поэтому я продал все подчистую, всю свою коллекцию. Кстати, там вполне себе такая денежка с нее набежала, хоть она у меня была и небольшая, у меня там было пластинок, наверное, не знаю, 50, а может 100. И столько же там компакт-дисков, я это все продал вместе с проигрывателем,
все попродавал, свои железяки, штанги, гири, гантели, все вот это кучей, и насобирал деньги, купил маленькую машинку Smart, на которой я ездил, забирал дочку к себе, на которой я ездил на работу, вот, и продал я все это. И все время мне это не хватало, этого моего хобби, и вот я его решил опять возродить, чему я очень-очень рад на самом деле. Ира вот особо моей вот этой радости не разделяет, она считает, что это я просто буду захламлять квартиру, ну просто это не ее, и она не совсем понимает, о чем речь, и как бы со стороны это выглядит именно так, что ты просто скупаешь, собираешь какое-то старое хламье, никому не нужное. Но когда ты в теме, когда ты этим живешь и болеешь, это прямо, да, ну, приносит удовольствие. Прямо вот сам процесс приносит удовольствие. Вот, друзья. При ней, конечно, я вот эти метровые колонки вряд ли смогу слушать, потому что у нас с ней музыкальные вкусы абсолютно разные. Поэтому мне придется еще, я уже там присмотрел у этой же фирмы Teufel хорошие качественные наушники купить, но это уже летом на свое день рождения куплю, потому что они тоже не дешевые. Вот, а пока что буду в своих наушниках слушать при сыре, когда ее нету, разумеется, через колонки. Ну, вот такой вот план. Так, друзья, это у нас ресивер. Он же CD-проигрыватель, он же радио. То есть по нему можно слушать радио, можно слушать компакт-диски. Компакт-диски, через него будет слушаться проигрыватель. Вот как я это все раз взял. Вот. Слушай, мощная штука. Я это мощная штука. Офигеть. Блин, у меня такой техники никогда не было. Офигеть. Ну, блин, я счастлив, реально. Так, света я смотрю нету. Вот так он выглядит. Я если еще все это еще запущу, все покажу в деле. Это сегодня просто распаковка. Все, друзья, я распаковал эти две коробки, колонок нету. Вот так это все выглядит. Я сейчас еще буду собирать это все, подключать. Просвещу вас по названиям, что это такое. Здесь эта дека открывается, туда вставляется CD, компакт-диск. Выглядит, конечно, все красиво, дорого-богато. Такой кабель, блин, прямо офигеть, только кабель чего стоит. Ну, техника четкая, я счастлив. Все, это была первая часть распаковки. Потом я вторую часть соединю с первой и сделаю общее одно видео. Сделаю, туда же будет добавлено первый запуск, первое прослушивание. Вот так это выглядит все сзади. Это просто какая-то бомба, потому что я вообще не профи. И для меня это все пока что выглядит сложновато. Но надеюсь, я с этим всем разберусь. Да, собственно говоря, конечно, разберусь. Офигеть. И это такой еще начальный уровень. Там у людей просто проигрыватели от 1000 евро стоят. Это только там стартовая цена у них. Уж не говоря за все остальное. Окей. Ну что, друзья, пока вот так вот я разместил это все. Не знаю, останется ли это так, потому что, как я уже сказал, Ира не в восторге от этой идеи моей снова заняться коллекционированием винила. И вот это, что я расположился на ее любимой тумбочке, вполне может ей не понравится, она сейчас на работе. Но если что, я тогда куплю туда в угол тумбочку, ну, стеллажик такой специально для техники, и поставлю туда. Мне, честно говоря, самому вот на этой тумбочке как-то, я не уверен, здесь удобно, но вот эстетично ли это выглядит, я вот не уверен. Все-таки прикольно, когда эта тумбочка пустая. Ну, в общем, скорее всего, это перекочую туда в угол на такой стеллаж для техники. Вот так вот, друзья. Начало, старт
Вот так выглядит старт коллекционирования виниловых пластинок от Алекса Титанова. Это безумие. Я сейчас начну скупать это старье, хламье. Ира будет ругаться. А что делать? Жизнь идет. Надо заниматься тем, что нравится. Все. Это была первая часть, повторю. Так, только что были доставлены мне колонки, недостающие колонки. Пришли буквально на следующий день. Вот они, это огромные коробки, они с меня ростом почти, я надеюсь, Ира меня не выгонит из дома. В общем, сейчас будет распаковка колонок Ultima 40 от фирмы Toffee. По названию, значит, что я заказал? CD-ресивер, это у нас, вот я вам сейчас на компьютере прямо покажу, это CD-ресивер KB62CR. Вот так это все вместе выглядело. Ладно, не будем все вместе. В общем, ресивер, потом колонки, как я сказал, Ultima 40, MK318, вот, и проигрыватель Project A1. Это все немецкие фирмы, собственно говоря. Это фирма Toffee, ресивер и колонки, а проигрыватель Project тоже немецкая фирма. Ну что за фирма, не спрашивайте меня. Вот единственное доказательство, вот A1 Made in Germany или Made in Germany. Что за фирма? Я почитал так отзывы о нем, обзоры посмотрел об этом проигрывателе. Это такой начальный уровень хорошего качества, скажем так. Все, начинаем распаковку наших шикарных колонок. Они огромные, просто огромные. Единственный минус пока во всем я этом обнаружил со вчера на сегодня, это то, что Bluetooth колонки говорю, Bluetooth наушники, чтобы подключить к ресиверу Bluetooth наушники, ну да и надо еще покупать отдельную приблуду, такой транслятор Bluetooth канала, то есть подключить к ресиверу компьютер, там, телефон, таблет, планшет, вообще без проблем, по Bluetooth, и слушать музыку, соответственно, с телефона или с компьютера через ресивер на колонке без проблем. Но если ты хочешь с ресивера на наушники в другую сторону, то надо покупать еще такую Bluetooth приблуду. Она недорогая, 49 евро, но сам факт, какого хрена не строить ее уже в середину. Вот, потому что дома с Ирой я по большому счету буду слушать это в наушниках, которые я тоже хочу пока что в простых своих Bluetooth наушниках, но потом еще купить нормальные тоже от Toffee, потому что у нас абсолютно разные пристрастия и отношения к музыке, и мы тут вдвоем варимся в Вонциммер, в этой нашей гостиной, как правило, мы после работы здесь сидим, и я тут свою металюгу как бы включать, но мне просто ее жалко. Поэтому я буду это делать с наушниками. Ну, вот надо еще такую приблуду купить сейчас. Раз, наверное, этажерку-стойку, потому что мне самому не нравится, как это все здесь разместилось на этой. Как освободить эту тумбочку и туда такую для техники этажерочку поставить, купить в угол. Ну, вот это вот надо еще сделать в ближайшее время. Все, погнали распаковывать. Не терпится подключить, включить, где вверх, где вниз. Нету стрелочек, все равно. По поводу фирмы Toffee, вторая после Boss по популярности в Германии техника, аудиотехника, которую знают, по-моему, только в Европе и в Германии. Везде, где я спрашивал на русскоязычных форумах, там, группах, что по поводу Toffee, ее вообще никто не знает. Все такие, что это, какая-то китайская фигня, что... А немцы просто от нее бегайствуют. То есть это такой уровень, который, ну, как бы бюджетный и хорошего качества. То есть ты за небольшие относительно деньги можешь получить хорошее качество. В общем, немцы от нее балдеют, от этой фирмы. Я подумал, не буду придумывать велосипед, а последую примеру моих односельчан.
Так, я поставил вектор машины, да? Надо еще... Блин. Вот ты, ё-моё, аппарат. Это аппарат. Это аппарат. 20 килограмм весит. И вот эту вот крышку ее можно снять. И там какие-то ножки должны быть, видимо, потому что я ничего такого не увидел. Вот так это все выглядит. Крышка. Потому что не нравится, как она стоит, вакуумлифт так шатается. Там какие-то должны быть еще ножки. И я буду это делать вот так. То есть ты хочешь с крышкой слушать, оставить, хочешь без. Я оставлю, конечно, с крышкой, потому что так выглядит лучше. Эти внутренности динамики видеть ни к чему. Так, ну что, с одной стороны прилегло хорошо, а с другой так себе. Могло бы быть и получше. Не, ну ладно, я придираюсь. Хотя зазор какой-то неравномерный. Как будто бы. Так, это что, в вакуумлифт вот так вот мне нафига не нравится. А что, ножик я пока не нашел. Каких-то, надеюсь, в этой коробке может быть. Скорее всего, здесь какая-то инструкция. И здесь тоже ничего. Посмотрим в инструкции сейчас, как они. Что там пишут. Либо я что-то просмотрел. Ну, вы понимаете, что ножки саморегулирующиеся, как вот стиральные машины и всякой техники, которая вибрирует. Оно должно идеально на полу стоять, идеально ровно, иначе оно будет скакать и прыгать по полу. Что не есть хорошо. Что мы имеем? Вот такой вот. И сюда явно вкручивается что-то. Сейчас буду списываться. Сюда явно вкручиваются ножки, и их, видимо, надо отдельно, как обычно, покупать. Прикольно. Я пока ничего не вижу. Так. Такая вот история, друзья. Жёленькие. Алло, где ножки? Сейчас буду списываться с продавцом. Пришлите ножки. Мам. Сзади, значит, вот такая вот. Такие сабвуферы. Нехилые. Такое вот крепление прямо медное для входа проводов. Серьезное. Ну вот так это все выглядит. Сейчас буду подключать.
забыть, не прислать. Пошла жара, друзья. Прикольный звук. Прикольный звук. Я счастлив. Это CD-диск играет сейчас, Bon Jovi. Я думал, он сейчас будет долбить только басами. А я прямо слышу высокие частоты. А это что это? Просто фантастика. У меня никогда не было такой техники. Я прямо сейчас в шоке. Я прямо сейчас слышу, как оно должно звучать. Я не представляю, что люди слышат, когда у них там кабеля сотнями евро, тысяч евро, только кабеля. И техника там от 5000 ресивер там начинается. Что они вообще слышат, когда они вкладывают там 1020 в аудиосистему? Я от этой в шоке. О-о. Распаковочку. В общем, я нашел свои пластинки. Ну так и что, мы же одетые. Иди сюда. Иди в совместную распаковку сделаем. В общем, все, установили, пришли колонки. Вот уже они тут вот колонки стоят. Не знаю, видно так, да? И я нашел пластинку, которая одна единственная моя была, с которой все начиналось тогда коллекционирование пластинок. И сейчас снова продолжится. Вот уж дела чудные. Сейчас я включил Spotify, играю через ресивер. А сейчас мы включим пластинку от ЦАЦ или ЗАЦ. Прикрыть. Погнали. Так, вырубаем Spotify и включаем проигрыватель. Для этого нам надо снять колпачок вот этот. Also. Снимаем колпачишку. Собственно говоря, вот и все. Ага. Так, устанавливаем пластиночку. Блин, 1000 лет не держал в руках пластинки. Лет, 8-9 лет где-то, наверное. Офигеть. Ты что? Просто уже забыл этот кайф. Так, нам надо включить на ресивере фоном. Где оно есть тут? И переключить на проигрыватель. Ух ты, как он фонит-то. Это так должно быть. Такой гул стоит, это так должно быть. Что-то не то. А что не так? Кися, что не так? Что-то какое-то странное начало. Эй!
хотел настраивать еще. Что именно? Тя. Разобрался. Короче, надо было там такой переключатель, есть проигрыватели на случай, если ты используешь фонокорректор между усилителем. Еще вставляешь фонокорректор, тогда этот переключатель должен быть в одном положении, если директ идешь в усилитель, то в другом положении. Ну что, погнали, включаем стартик. Та-да! Та-та-да! Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. Счастливого обладателя новой техники. Так, ну, кстати, по-моему, понятно кажется, стало. TikToker делает такие огромные... У нас так холодно везде, солнце не надо ничего открывать. Закрывай.